Ребята, привет! В этом видео я хотел показать вам тренировку на спортивной площадке. Она состоит из 10 упражнений и прорабатывает почти все группы мышц. Ее можно применять где угодно, у себя во дворе или находясь в отпуске или командировке, когда у вас нет возможности ходить в зал. Итак, поехали. Подтягивайтесь до заведения подбородка за перекладину и полностью разгибайте руки. Каждый подход можете подтягиваться разными хватами – широким, средним, узким или обратным. Следите за техникой и старайтесь выполнять подтягивания без рывков и раскачки. В работу включаются мышцы спины, бицепсы. Я выполняю обычно по 15-20 повторений в каждом из упражнений. Количество кругов от 1 до 3. Объем тренировки также подбирайте под себя, чтобы получить хорошую нагрузку. В отжиманиях на брусьях опускаемся до угла в 90 градусов и полностью разгибаем руки. Также старайтесь выполнять отжимания четко, без рывков и раскачки. Работают трицепсы, мышцы груди. Вам не обязательно выполнять все упражнения. Вы можете делать только часть из них или заменить какое-нибудь упражнение на то, что подходит больше вам. Продолжаем нагружать трицепсы и переходим к обратным отжиманиям от скамьи. На вдохе опускаемся к полу вдоль скамьи до угла в 90 градусов, а на выдохе поднимаемся до полного разгибания локтей. Локти уходят назад. Согнутые ноги в коленях облегчат выполнение. А более сложный вариант этого упражнения – это когда ноги находятся на возвышенности. На пресс я обычно выполняю либо подъемы ног в висе на турнике, это более сложный вариант, либо подъемы ног в упоре на локтях. Это упражнение является хорошей альтернативой и лучше подойдет для начинающих. Плавно поднимаем ноги до угла в 90 градусов или выше. Не раскачиваемся. Допустимо слегка сгибать ноги в коленях. Легкие боковые подъемы отлично прорабатывают косые мышцы живота. Новички могут поднимать согнутые ноги в коленях. Далее работаем над мышцами спины. Также включаются ягодицы. Опускаемся до угла в 90 градусов и поднимаемся не выше, чем до прямой линии с ногами. Не нужно сильно разгибаться назад. Руки держим за головой, либо скрещенные на груди. Переходим к отжиманиям. Ноги ставим вместе, тело образует ровную линию. Опускаемся на вдохе до касания грудью пола, а поднимаемся на выдохе до полного выпрямления рук. Локти находятся в естественном удобном положении. Более широкая постановка рук сильнее вовлекает в работу грудные мышцы, а расставленные ноги немного облегчают выполнение этого упражнения. Можно регулировать нагрузку, отжимаясь от пола или от скамьи. Новички могут отжиматься с колен, а продвинутые – с ногами на возвышенности. Переходим к плечам. Положение тела образует угол примерно 90 градусов. Чем больше угол, тем легче выполнять упражнение. Постановка рук здесь может быть более узкая, с отведением локтей назад, либо широкая, с отведением локтей больше по сторонам. Опускаемся до угла в локтях 90 градусов. Отжимания с ногами на возвышенности – это усложненный вариант этого упражнения. Он подойдет вам, если вы легко справляетесь с первым вариантом. Техника здесь аналогичная. Переходим к ногам. Опускаемся до угла в 90 градусов. Нога в нижней точке параллельно полу. Полностью не разгибается. Оставляем слегка согнутой. Если сделать шаг шире, большая нагрузка на ягодицы. Шаг уже, больше работает квадрицепс. При подъеме небольшой естественный наклон корпуса вперед с прямой спиной
помогает лучше почувствовать напряжение целевых мышц. После выпадов работаем также поочередно над икроножными мышцами. Сперва одной ногой, потом другой. Руками стараемся не помогать, а только придерживаться для баланса. Плавно опускаемся и поднимаемся, чувствуя напряжение целевых мышц. И последнее упражнение – это горизонтальные подтягивания. Можно выполнять также на брусьях или кольцах параллельным хватом. Тело держим ровно и концентрируемся на мышцах верхней части спины и задних дельтовидных мышц. Они включаются в работу очень сильно. Стабильно выполняя этот комплекс, вы будете находиться в отличной форме. Прогрессировать можно, регулируя количество повторений и подходов, либо выполняя упражнения в более сложных вариантах или с дополнительным весом. Желаю всем отличной формы, друзья!